Сегодня мы будем делать приспособу, которую я подсмотрел у творцов ковки, художественной ковки, но на самом деле применяю я совсем по другому случаю в производстве выхлопных систем. Всем привет, меня зовут Сергей Нео, и вы на канале Не Ноль. Эта приспособа делал мой товарищ для производства художественного мангала. Я у него это подсмотрел. Это, правда, уже сломанная конструкция, но сегодня мы сделаем такую же целую. Эта штука для того, чтобы гнуть прутки, железки фигурно, да, делать из них какие-то приспособления, в данном случае для выхлопной системы, для крепления выхлопной системы. Что нам для этого понадобится? Обычный подшипник, ступичный подшипник, у которого основание довольно массивное, амортизатор с тонким штоком, где-то миллиметров 12, лучше парочку, и какая-то труба для того, чтобы сделать ручку. И все. Это будет полностью весь набор компонентов. Мы их сейчас сварим и посмотрим, что получится. А как с ней общаться, как с ней что-то гнуть, я тоже покажу. Безопасная болгарка. Куда пошла нахрен? Дебилы попридумывают аккумуляторных болгарок. Придурки. Никаких проблем вообще. Так, зачем нам два этих штока? Для того, чтобы сделать основание для всей конструкции. Это все будет вот так вот крепиться в какие-то тесочки. Ну, в данном случае, сейчас для примера покажу. А сюда будет одеваться этот подшипник. Эти два штока мы приварим к внутренней части подшипника. А от него еще третий кусочек приварим к внешней части стока. И приварим вот сюда ручку. Получится, когда мы будем вращать относительно друг друга центр и внешнюю часть подшипника, соответственно, железка, вставленная сюда, будет гнуться. Вот такая вот простая конструкция. Сейчас мы это до конца закончим. Кстати, можно оставить эти штуки с резьбой. Мало ли куда вкрутить. Прикольно. Так, величина этих штоков будет. Не, резьбу не оставлю. Ну, такая, чтобы закрепиться можно было в тиски, удобно. Поэтому где-то сантиметров 5 мы оставим в основании и сантиметров 3-4 в той части, которая будет, ну, наверное, 5. Блин, тогда у меня двух штоков не хватает. Надо третий. У меня нет третьего штока. Илюха! Дай нам третий амортизатор. Ладно, тогда поступим так. В основании немножко. Давай снимем, вот здесь амортизатор есть. Илюх, а больше нет амортизаторов? А если поискать? Вообще никакого, да? Так, третьего амортизатора у меня нет, но где-то у меня такой был, есть. Вообще вся прелесть штока от амортизатора в том, что он каленый и, соответственно, не будет гнуться. Он может сломаться, но погнуться он практически не может никак. То есть он хрупкий, ломкий, но очень прочный. Для того, чтобы понимать, какую силу надо приложить, чтобы он сломался, вот бывшая конструкция всей этой системы, это кусок подшипника. Его руками за вот эту ручку сломало. То есть, представляете, да, каленая обойма подшипника сломалась. Поэтому вот такое вот усилие здесь происходит. Поэтому лучше штоки от амортизаторов, они каленые. Так, ну все три штока у нас готовы. Кстати, пришла сейчас в голову прям идея модернизации всей конструкции. Учитывая, что у нас есть резьба от штоков, очень прочная резьба,
можно будет потом сверху сделать небольшую пластиночку фиксирующую, ну, чтобы усилить конструкцию. В общем, увидите, когда она будет работать, о чем я говорю. Так, теперь осталось приварить 2 штока внутрь подшипника достаточно качественно, потому что первый раз, когда мой товарищ делал эту конструкцию, он приварил это все полуавтоматом, и это отвалилось при первом же сдвиге конструкции. Сейчас мы это все приварим фикс-сваркой. Там вот как раз варят полуавтоматом. В принципе, чтобы не перегреть подшипник, лучше его сильно не варить. Но придется варить очень сильно, чтобы он держался. Поэтому сейчас я поставлю точечки на одном штоке и на втором штоке. Так, самое главное. Сейчас мы будем ставить расстояние между этими 2 штоками. От него будет зависеть тот диаметр прутка, который мы сможем погнуть. Соответственно, как бы надо оставить хотя бы миллиметров 15. Хотя 15-миллиметровый пруток никогда в жизни гнуть не будет. Но обычно это 10-12 миллиметровые прутки. Ну, по крайней мере, в выхлопных системах. Ну, сейчас мы поставим какое-то расстояние между этими. То есть можно вращением этого подшипника сейчас выбирать вот поуже, побольше. Ну, вот мне расстояние примерно в 15 миллиметров между ними хватит за глаза, поэтому я буду приваривать на таком расстоянии. Вообще можно приварить хоть и на 5 сантиметрах. Так, 2 точки есть. Вот такая вот конструкция уже намечается. Теперь надо это все обварить. Обварить так, чтобы не вытек подшипник. Пошел запах горящего подшипника. Точнее, горит обойма, пластиковая вставка, которая есть внутри. Но ничего не поделаешь. Пусть уж она разрушится, зато будет все приварено хорошо. Ну, не совсем ровно приварилось. Хочу все-таки попробовать покрасивее все сделать. Теперь они ровные. Ровные? Так, ну теперь мы привариваем 3-й шток, тот, который будет как раз гнуть всю систему. Потом останется ручка. Красиво то, что горело. Вообще я имел в виду шов. Но спецэффекты тоже ничего.
Так, осталось во всем этом деле сделать ручку. Я сначала хотел сделать ручку из трубы, потом подумал, что лучше я сделаю из старой ручки, из трубы более тонкой, потому что можно будет вставить одну в другую и, соответственно, сделать длинный рычаг. Поэтому вот так. Отрежу сейчас от этой старый подшипник и приварю к своему новому подшипнику. Кстати, чем резать будем? Этим чудом техники или привычной болгаркой? Я думаю, попробуем опять аккумуляторной. Вся прелесть этой аккумуляторной болгарки в том, что она безопасная. И это иногда достает, она выключается по любому поводу. Если хотите, я сниму на ее обзор. Это УШМ, аккумуляторная, в данном случае Зубр. На самом деле, когда аккумулятор у него заряжен, то она перепиливает легко вот такие закаленные прутки. Это где-то 20 миллиметров пруток. Вот она перепилила. И не закусилась. И не закусилась. А когда аккумулятор садится, то все, не беда. Так, все. Последнее движение. Привариваем этот шток к внешней обойме подшипника, так же, как и приварена внешняя вот эта направляющая. В принципе, можно приварить ее прям четко на 180 градусов с другой стороны. Большого принципа нет, все зависит от угла, он потом все равно меняется, его можно будет переставлять в разные стороны, поэтому как удобно. Я думаю, можно даже от своего верстака исходя, то есть если надо будет подходить к этой всей конструкции как-то вот сбоку, то, наверное, приварить ручку сбоку. Но, в принципе, рычаг самый большой будет на 180 градусов, поэтому я буду приваривать ровно на 180 градусов от нашей направляющей, которая гнет. Вот сюда. Это надо насколько быть ленивым, чтобы пытаться поймать, пока она встанет. Ладно, приварю так. Ты опять наклонил. В какую сторону? Вот, ровно. Ровно? Да. О, более-менее ровно. Так, все, обвариваем. Сейчас будет опять все гореть нафиг. А фейерверк будет? Да, уже начался. Быстрее. Так, ну что, все. В итоге получилась вот такая вот конструкция, незамысловатая. Как она работает? Прежде всего, надо ее в чем-то зафиксировать. Ну, например, в тисках. Мы ее ставим в тиски и зажимаем наши нижние две лапки. Зажали, наверное. Внешняя часть обоймы вместе с ручкой вращается. Внутри этой обоймы стоят наши фиксаторы. Мы берем шток, ну в данном случае это пруток, 10-миллиметровый нержавеющий пруток. Ставим его между наших двух направляющих и в зависимости от стороны, в которую надо погнуть, либо от себя, либо на себя, ставим его, соответственно, в положении либо в этом, либо в другом. Вот. Но
Учитывая, что этот пруток нержавеющий, его, конечно, можно так вот погнуть, но желательно его нагреть. Поэтому перед тем, как его гнуть, в том месте, где мы собираемся его гнуть, надо его прогреть. Ну вот, мы его прогрели. Теперь ставим, где мы его грели, и начинаем его гнуть. Вот здесь неплохо иметь трубу, ту самую для увеличения рычага. Чик-чик-чик-чик-чик. Это звуки не мои, это звуки двери. Вот так вот он гнется на любой угол. Вот в данном случае, наверное, 90. на 90 градусов. Вот получился вот такой вот поворот. Дальше. Это еще не все нюансы. Мы берем любую мягкую проволочку, ну в данном случае алюминиевую проволочку, да, и идем к нашему выхлопу, потому что мы будем делать крепление на выхлоп, и измеряем нужный нам поворот. Нам надо сделать крепление от этой банки вот к этой резинке. Соответственно, берем проволочку, гнем ее по банке, поворачиваем на резинку и гнем ее по резинке. Вот такая конструкция нам нужна. То есть нам нужен поворот здесь, поворот здесь. Теперь идем к нашему трубогибу. Ну, 90-градусный поворот мы уже сделали, повторять мы его не будем. Теперь мы будем повторять поворот другой. Кстати, прикол тебе сказать. И еще мало, надо проваривать сильнее. Отрывает. Вон. Видишь, отрывает. Сильнее надо проваривать. Я не вижу, конечно. Я мало проварил с этой стороны вообще. Ну, тут дело не в херовости сварки, а в том, что я забыл с этой стороны проварить вообще. Не, давай я проварю. Блин, мне она нужна. Ну а что, потом переделать ее буду еще раз. Так, но учитывая, что у нас 90-градусный поворот уже готов, будем делать поворот вот на 45 градусов. Соответственно, ставим ее в ту сторону, в которую будем гнуть. Поставили. Вот он, 90-градусный поворот. А вот здесь нам нужен 45-градусный поворот. Сейчас мы его пометим для того, чтобы погреть. Так, погрели. Теперь ставим в то место, где нам надо ее гнуть. Гнем, 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 гнем. И проверяем, что согнули. Надо гнуть еще. Гнем, 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 гнем. Гнем, 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 гнем. И вот, в принципе, согнули то, что было на нашем образце. Берем всю эту конструкцию и идем примерять на место. Вот эта готовая конструкция, вся по образцу, ставится как раз туда, где мы снимали этот образец. Вот так отпилить, и будет тот кусок кронштейна для выхлопа, который задумали в нужной геометрии. Все красивенько и аккуратненько. Вот мы и сделали эту полезную приспособу. Ничего сложного в ее производстве нет. Она довольно простая. Единственное, что, конечно, надо аккуратнее быть с подшипником. Но вот тут роль подшипника лишь только в том, что она фиксирует две обоймы друг вокруг друга. Никакого массового там особо не надо. Нам не гонять 1000 км в час. Это одна из приспособ, которые я применяю при производстве выхлопных систем. Будут и другие. Я расскажу об этом в дальнейшем, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, не забывайте про раздел для спонсоров. Всем удачи, всем пока!